Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Как вы помните, у меня появился новый возлюбленный. Красавчик! Кот. Самый что ни на есть дворянской породы. Все лето жил в подъезде, а сейчас дочь взяла его к себе. А на моем канале прибавилось работы. Появился самый главный заказчик. Шьем одеяло для кота. И пусть у нас все будет в таком старорусском стиле. Печь, лоскутное одеяло и пушистый котик. Ткани нарежем шириной 7 сантиметров, длиной примерно 10-15 сантиметров. Ну уж как получится. Немного рассортируем лоскутки на темные и светлые. При работе будем соединять их по очереди, чтобы цвет равномерно распределился. Лоскутки сшиваем вместе короткими сторонами. Строчку делаем крепкой, мелкой. Закрепки обязательно в начале и в конце. Шьем сразу все много. Нитки стараемся не обрывать. Прошили одну пару деталей, тут же шьем следующую. Наша задача соединить все лоскутки в длинные ленты. Узоры разные на тканях, но в этой работе постаралась собрать все лоскутки с преобладающим синим цветом. Посмотрим, что получится в итоге. Цветочки яркие и красивые на ткани. Кстати, если ты просто пьешь водку, то ты алкаш. Но стоит бросить в стакан цветок ромашки, то опа, ты уже фитотерапевт. Ой, о чем это я? Да так, ни о чем, о женском. Конечно же, отшитые ленты надо тщательно проутюжить с паром, подтянуть и расправить все швы, чтобы ни 1 миллиметр не пропал. Подготовим основу. Возьмем кусок бязи, сверху на него уложим кусок холстопрошивного полотна. Хоть и говорю в каждом видео про него, но все равно в комментариях спрашивают, что это такое и где купить. В обычных магазинах тканей. Но надо спрашивать у продавцов, потому что не всегда его выставляют в торговом зале. В интернет-магазине 1 метр ткани. Там я сделала запас. И еще в хозяйственных магазинах он продается под названием «Хлопковая тряпка для пола». Эти ткани основы прошьем иголкой с ниткой по диагоналям, для того, чтобы они не смещались. Подготовленную лоскутную полоску укладываем с края и к ней подбираем нужную, ту, которая больше нравится по цвету. Закалываем их булавочками. А теперь прошьем это соединение на швейной машинке. Свободный край лучше свернуть трубочкой, чтобы он не мешался. Отшитую полоску разворачиваем, расправляем ткани и проложим отделочные строчки. Пройдем по соединительному шву. Можно просто прошить прямой строчкой, а можно использовать какую-нибудь из декоративных, что есть в вашей швейной машинке. Я выбрала шов, не знаю, как он точно называется, сложный зигзаг. Это когда машинка делает 3 стежка в одну сторону, потом 3 в другую. Да, как в сказке. Прямо пойдешь, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, жена убьет. Такой шов
мы прокладываем, простегиваем посередине лоскутных полосок. Так шьем и шьем, потихоньку заполняем всю основу. Полотно получается крепкое, уже простеганное. Такие лоскутные многоцветия хочется рассматривать, они цепляют глаз. После того, как заполнили основу, подравниваем края, отрезаем лишние ткани. Окантовку сделаем прямой бейкой. Вырежем полоску ткани шириной 5 см. Ничего сложного в окантовке нет. Самое начало бейки подгибаем и начинаем пришивать. В углу, не доходя до края 7 мм, иглу опускаем, лапку поднимаем. Все полотно разворачиваем на игле. Бейку подтягиваем наверх, расправляем, формируем складку, прямой угол и продолжаем шить дальше. А потом также на машинке подшиваем и свободный край бейки. Отворачиваем его на другую сторону, дважды подгибаем и по лицевой стороне прокладываем строчку. Шьем в шов, захватывая ткань с обратной стороны. А с лицевой стороны шов будет закрыт наплывающей тканью, и все будет выглядеть очень аккуратно и красиво. И готово небольшое одеялко для кошки. Размер получился 75 на 75 сантиметров. Конечно же, при желании можно сшить и побольше размером. Получится детское одеяло или игровой коврик для ребенка. Маленьким детям тоже будет интересно играть на таком одеялке, рассматривать разные узоры на лоскутках. Помните анекдот? Школьнику дали задание просклонять словосочетание «Я иду по ковру». И он начал: «Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, вы идете, пока врете, он идет, пока врет, мы идем, пока врем, они идут, пока врут». В предыдущем видео я шила лежанку для кота. А это одеялка. Просто коты могут лежать в самых разных местах и не совсем там, где бы нам хотелось. Поэтому, чтобы не счищать кошачью шерсть с мебели, уж лучше сразу в любимое кресло постелить такой коврик для котика. Вот в театре Куклачева кошек ничего специально не заставляют делать, просто наблюдают за тем, что им больше нравится. Любит кошка лазить? Прекрасно. Специально для нее придумывают и разрабатывают номер. Надеюсь, что вам понравилась идея сшить лоскутное полотно таким способом. Шейте, творите. У вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. В описании под видео вы найдете ссылки на все мои соцсети и на платформу Дзен. В моих группах вы можете размещать фотографии своих работ, спрашивать совета, делиться опытом. С вами была Полина. Всем пока-пока.
и до скорых встреч!